Premanande. Haribo. Haribo. Хорошо. Я очень рад быть здесь с вами сегодня. Благоприятный день. Что? День явления Господа Баларама. И поэтому Paramananda Prabhu приказал мне читать Bhagavad Gita, глава 4, глава называется вот трансцендентное знание. Да. Стих 7, да? 7. Вот. Очень известный стих, очень важный стих. И Prabhu is our, he will be our human, anyway, okay. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Вот. Yada yada hi dharmasya. Yada yada hyadharmasya. Glanir bhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Abhyutanam dharmasya. Abhyutanama dharmasya. Tadatmanam srijamyaham. Tadatmanam srijamyaham. Yada yada hi dharmasya. Yada yada hyadharmasya. Glanir bhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Abhyutanam dharmasya. Abhyutanama dharmasya. Tadatmanam srijamyaham. Tadatmanam srijamyaham. Yada yada hi dharmasya. Yada yada hyadharmasya. Glanir bhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Abhyutanam dharmasya. Abhyutanama dharmasya. Tadatmanam srijamyaham. Tadatmanam srijamyaham. Пожалуйста, повторяйте. Yada yada hit karmasya. Yada yada hidharmasya. Glanir bhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Abhyuthanam adharmasya. Abhyutanama dharmasya. Atmanam srijamyaham. Tadatmanam srijamyaham. Yada yada hit karmasya. Yada yada hidharmasya. Glanir bhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Yutanama dharmasya. Abhyutanama dharmasya. Tatmanam srijamyaham. Tadatmanam srijamyaham. Mataji, пожалуйста. Yada yada hit karmasya. Ahidharmasya. Nirkhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Abhyuthanam adharmasya. Abhyutanama dharmasya. Tadatmanam srijamyaham. Tadatmanam srijamyaham. Yada yada hit karmasya. Yada yada hidharmasya. Nirkhavati bharata. Glanir bhavati bharata. Abhyuthanam adharmasya. Abhyutanama dharmasya. Tadatmanam srijamyaham.
Tadatmanam sriджамьяхам. Пословный перевод. Яда, 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 когда и где бы то ни было. Хи, и, безусловно. безусловно, Дharmasya, Dharmasya, религии. Riglia, Гланихи, Glanihi, упадок. Upadak, Бхавати, Bhavati, проявляется. проявляется, Бхарата, Bharata, о потомок Бхараты. Upadama Bharata, Абхьютханам, Abhyutanam, преобладание. Preobladania, Адхармасья, Adharmasya, безбожие. Bezboja, Тада, Tada, тогда. Tagda, Атманам, Atmanam, себя. Себя, Сриджами, Srijami, являю. Являю, Ахам, Aham, я. Я. Перевод. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. Комментарий Шрила Прабхупады. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «сриджами». Оно не может означать сотворение, поскольку, как явствует из предыдущего стиха, тело Господа никогда не было сотворено. Все его образы существуют вечно. Поэтому слово «сриджами» указывает на то, что Господь являет свой истинный образ. Хотя Господь не сходит в материальный мир в определенное время, один раз в день Брамы, в конце Двапара-юги 28-й эпохи правления 7-го Ману, он не обязан строго придерживаться этих сроков, ибо волен поступать так, как сам того желает. Он приходит в материальный мир по своей воле всякий раз, когда попирается истинная религия и начинает торжествовать безбожие. Заповеди религии изложены в Ведах, и нарушая их, люди превращаются в безбожников. В Бхагаватам сказано, что законы религии – это законы Бога, и установить их может только сам Бог. Как известно, Веды первоначально были даны самим Господом, который рассказал их Брахме, находясь у него в сердце. Таким образом, законы Дхармы, религии, являются прямыми указаниями Верховной Личности Бога, Дхармамту Сакшат Бхагават Пранитам. Все они предельно ясно изложены в Бхагавад-гите. Назначение Вед – утвердить законы религии в соответствии с волей Верховного Господа. В конце Гиты Господь прямо говорит, что высший закон религии заключается в том, чтобы предаться Ему и отказаться от всего прочего. Предписания Вед побуждают человека безраздельно предаться Господу, и когда демоны нарушают их, Господь сам приходит в материальный мир. Из Бхагаватам мы узнаем, что Господь Будда, одно из воплощений Кришны, появился на земле в пору засилия материализма, когда люди оправдывали свои грехи, ссылаясь на предписания Вед. Хотя Веды строго ограничивают принесение в жертву животных, в то время люди с демоническим складом ума совершали жертвоприношение животных, и не считаясь с указаниями Вед. Господь Будда пришел на землю, чтобы прекратить этот произвол и утвердить ведический принцип ненасилия. Каждая аватара, воплощение Господа, не сходит в материальный мир с определенной миссией, и все эти аватары описаны в шастрах. Соответственно, того, кто не упомянут в шастрах, нельзя считать аватарой. Не следует думать, будто Господь появляется только на земле Индии. Он может явиться всюду, где пожелает, и когда ему угодно. Каждое воплощение Господа говорит людям о религии ровно столько, сколько они способны принять в соответствии с уровнем своего развития и условиями жизни. Но цель у всех аватар одна – побудить людей следовать заповедям религии и помочь им развить сознание Бога. Иногда Господь приходит в материальный мир сам, иногда посылает своих представителей в образе своего сына или слуги, а иногда появляется как скрытое воплощение. Господь поведал Бхагавад-гиту Арджуне, а вместе с ним и другим возвышенным душам, поскольку Арджуна по уровню своего развития значительно превосходил обыкновенных людей, жителей других частей света. 2 плюс 2 равно 4, как в начальной школе, так и в высшем учебном заведении. Но помимо арифметики, существует еще и высшая математика. Подобно этому, все воплощения Господа учат одним и тем же заповедям и законам. Однако в зависимости от обстоятельств, эти заповеди могут внешне отличаться друг от друга. Высшая религия начинается с разделения общества на 4 варны и 4 ашрама, о чем будет сказано в последующих стихах. Цель прихода всех воплощений Господа – распространить в мире сознание Кришны.
Это сознание иногда проявлено в обществе, а иногда нет, в зависимости от обстоятельств. Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhuta nama dharmasya tadatmanam srijam yaham. Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Shitarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Rama. Харе Рама. Shri Baladev Ji Ki. Джай. Din Yavlinya Gospoda Baladeva Ki. Джай. Hare Krishna. Spasiba Shlovi Priyakale Sudha Savodna. Я очень рад быть здесь с вами. Вот. На это очень благоприятный день. Да. One warning. What's warning? Предупреждение. А? Предупреждение. Предупреждение. У меня есть 3 учителя на русском языке. И они приказали мне, как вот, anyway. Вот. Paramananda Prabhu приказал мне читать этот стих. Они приказали мне, когда я читаю лекцию, я должен говорить по-русски. Да, это правда. 5-10 минут. И после этого я могу говорить по-английски и будет лучше. Лекция для вас и меня. Но сегодня, это очень важный стих. Может быть, вот, всех нас. Для всех нас. Всех для нас знает этот стих. Кто знает этот стих? Я знаю. Like, off by heart. Okay, anyway, очень важный стих будет. Хорошая идея, запомнить. Ага. И сегодня день явления Господа Баларама. И поэтому мы должны фокусировать на него. И как Paramananda Prabhu сказал, может быть, 15 минут назад, я должен читать небольшая лекция. Небольшая. Короткая. Достаточно. Что это достаточно? Если не будет достаточно времени, может быть, мы можем продолжать завтра. Посмотрим. Ха-ха. И первый момент, первый пункт, что мы знаем, что Господь Баларам, он первый экспансии Господа Кришны, первый. И поэтому есть разница, есть, может быть, много разниц. Да. Разниц. Между Господа Баларам и других, как аватары и экспансии Кришны. Он первый, и иногда претендуя спросить,
Kakaya разница? Does that make sense? Да, да. Какая разница? Есть одна маленькая история, я не знаю, если вы слышали раньше, но когда Шрила Прабхупад был здесь с нами, в этом мире, был, what would you call it, what's it now, an argument. Спор. Между Madhuvisa Prabhu, он был очень как старший преданный, и Матаджи Ямуна, может быть, вы слышали о Матаджи Ямуна? Она была хороший повар. Очень. Удивительно. И она была очень хорошая преданная. Очень дорогая Прабхупаде. Да. Прабхупаде. Да. Но один день был спор между ними. И Madhudavisa Prabhu сказал, спор был, what would you say, разница между Кришной, да, и Баларам, or Balaramой. Okay. И Madhudavisa Prabhu сказал, есть только одна разница. Разница цвет. Цвет? Цвет. Цвет. Потому что мы знаем Кришна как черный цвет, или, what would you say, черный-синий. Черно-синий. Черно-синий. И Баларам, он его тело белый цвет, очень белый, как одежда Парамананда Прабhu, или более белый, как этот цветок, да, как белый цвет. Это разница все. Madhuvisa Prabhu сказал, но Матаджи Ямуна сказала, что нет. So, это правда, разница есть так, но есть еще одна разница, что Krishna, how to say, is the only enjoyer of Radharani. Кришна единственный наслаждающийся Шримати Радхарани. Наслаждающийся Шримати Радharani. Но Madhuvisa Prabhu не согласился, спор продолжался, и как секретарь Прабхупады Tamal Krishna Goswami, он взял Madhudavisa и Mataji Yamuna Prabhupada. И он Tamal Krishna Goswami, он объяснил Prabhupada. Да? Да. Что Madhudavisa Prabhu, он говорит, что разница есть между Кришной и Баларамой, но только разница цвет. В цвете. Цвете. И Прабхупад сказал, what? Он прав. Да. Он прав. И Tamal Krishna Goswami продолжал, но
Mataji Yamuna говорит, что еще одна разница есть, что Krishna, what is it again? Единственное. Единственный наслаждающийся. Пожалуйста. Единственный наслаждающийся Шримати Радхарани. И знаете, что Прабхупад говорил? Прабхупад сказал, она прав. Она прав. Права. Права. Она права. И Тамал Кришна Госвами сказал, Прабхупад, это невозможно, что, what would you say? Оба прав. Правы. Правы. И Прабхупад ответил, знаете, что говорил Прабхупад? Вы прав. Понимаете? Я не знаю, если вы понимаете. И Тамал Кришна Госвами сказал, Прабхупад, как мы можем понимать этот? Prabhupada said, вы должны решить. Вот история. Поняли? Да? Или, может быть? Вы должны понять? Решить. Вы сами должны решить. Да? Он, Тамал Кришна, сказал, как мы можем понимать? И Прабхупад сказал, вы должны решить. In other words, Haribol. Hare Krishna. Hare Rama. Харе Рама. Я надеюсь, что вы поняли, потому что... Yeah. Okay. Yeah. But there are some differences. Но есть отличия. There's well, Srila Jiva Goswami, one of our greater acharyas, he says, Шрила Джива Госвами, наш великий ачарья, говорит, if you ask Krishna, who is God, если вы спросите Кришну, кто Бог, Krishna points at himself and says, me. Кришна покажет сам на себя и скажет «Я». Not me, but Krishna. Yeah. Не я, а Кришна. But if you ask Balaram, who is God, Но если вы спросите Балараму, кто Бог, знаете, what would you say? Что Balaram говорит? Or ответит? ответит Знаете? Что? Krishna! Да. Интересно, да? Интересно. И на это возможно, если Баларам хочет, он может говорить «я» тоже. Но нет. Он говорит «Кришна», потому что у него есть вот другое настроение. Другое настроение. Очень важный момент. The mood of Lord Balaram is he is a devotee. Господь Баларама имеет настроение преданного. Yes. I mean, he is the Supreme Lord. He has, almost as much right to say he's God as Krishna. Он является Верховным Господом и имеет практически такое же право сказать, что он Бог, как и Кришна. Yes. But usually he doesn't. Но обычно он этого не делает. But usually Krishna does. Хотя Кришна обычно делает так. Yes. So this is a very important difference between the two. И это очень важная разница между ними. Although otherwise they basically have the same potencies, abilities. В остальном у них то же самое могущество и возможности. Basically they have all the 6 opulences. У каждой из них обладает 6 достояниями. Yeah, maybe not absolutely the same, but more or less. Может быть, не абсолютно одинаково, но практически одинаково. But Balarama is in this mood of being a devotee. Но Баларама находится в умонастроении преданного. Right.
So, devotees, преданные, слушайте, пожалуйста. Lord Balaram, in that mood, he does many very important things. И в этом настроении Баларамы, преданного, Баларама совершает много очень важных деяний. Let us begin by saying, he expands himself as Goloka Vrindavan and the Vaikuntha planets. Он проявляется как Галока Вриндавана и как планеты Вайкунтхи. Очень важный момент. At least he is sustaining and maintaining those transcendental realms. По крайней мере, он поддерживает эти трансцендентные миры. Then he expands himself in very personal ways. Но он также распространяет себя очень личностным образом. He expands as Krishna's house, Он становится домом Кришны. as Krishna's bed, Он становится кроватью Кришны, as Krishna's clothes. одеждой Кришны. So when you see the Lord, what, смотрите, вот он, да? Krishna, what on. Yeah. And you see, as usual, he's wearing those yellow, gold-colored clothes. Вы можете видеть, что Кришна обычно он одет в одежды желтого цвета. Those clothes are Balarama. И эти одежды это Баларама. Yes, every time. Каждый раз, когда его... He devotees, пристегните ремни безопасности. He expands as Krishna's boat. Он становится лодкой Кришны. Вот Господь Balarama. Amazing. He expands, let's say, as Krishna's shoes. Он становится обувью Кришны. Krishna doesn't really wear shoes a lot, but when he does, they're forms of Balarama. Обычно Кришна не носит обувь, но когда носит, это Баларама. He expands as Krishna's zontic, Он становится зонтиком Кришны. as Krishna's fan. Апахалом Кришны. He expands as all of Krishna's furniture. Он становится всей мебелью у Кришны. It's just completely amazing. Это совершенно удивительно. Yeah, because, and he expands as Krishna's jewelry and ornaments. И он также становится украшениями и драгоценностями на теле Кришны. So when you look at Krishna and you see, he's got a necklace, maybe he's got earrings, and he's got various other things. И когда вы смотрите на Кришну, у него есть ожерелье, у него есть сережки и несколько других украшений. They're all forms of Balarama. Все это формы Баларамы. Because he wants to serve Krishna in practically every way possible. Потому что он хочет служить Кришне как только может. When Krishna wants to fight, Balaram becomes his weapon. Когда Кришна хочет сражаться, Баларама становится его оружием. So Jiva Goswami says, there is practically nothing which Lord Balaram is not. И Шрила Джива Госвами говорит, что практически нет такой вещи, в которой бы не становился Господь Баларама. But that's not all of it. Но на этом это не конец. There's a lot more, actually. Есть еще большое продолжение. Did you ever say, вы видели картину Krishna, маленький Krishna, on what? Лежит, would you say? Лежит. 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 На, what you call it? On a banyan leaf. На баньяновом листе. Right. He's lying there and he's floating on water. И он лежит на этом листе, и лист плывет по воде. And he's sucking one of his big toes.
И Кришна, он сосет один из своих больших пальцев на ноге. Vidali. Da. Well, one devotee asked Krishna in that situation, why are you sucking your toe? И в этой связи один преданный спросил у Кришны, а почему ты сосешь свой палец? And Krishna gave very good answer. И Кришна ответил очень хорошо. Such an answer. Krishna said, I have heard so many of my devotees saying that my lotus feet are very sweet. Кришна ответил, что я множество раз слышал, что мои преданные говорят, что мои лотосные стопы, они сладкие. And I wanted to find out, is it true? И я решил наконец-то выяснить, правда это или нет. So therefore I'm sucking my toe. Вот я сосу свой палец. And my conclusion is, as I'm sucking my toe, that my lotus feet are very sweet. И пососав свой палец, я могу сказать, что да, мои лотосные стопы очень сладкие. And then Krishna floated away on the banyan leaf, Кришна уплыл на баньяновом листе, continuing to suck his toe. продолжая сосать свой палец. Hare Krishna. Hare Krishna. No. Hare Rama Toja. Patamushta. That banyan leaf is Balarama. Но этот баньяновый лист — это Баларама. Haribol. Okay. So look, you know, he expands in other ways, in many other ways too. И он проявляет себя множеством других способов. You know, I don't want to get sort of into too technical things. Я не хочу уходить в детали, But in Goloka Vrindavan, Krishna expands into 4. но на Галока Вриндаване Кришна, что он делает? Он проявляет 4 формы. Privlayat. Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. That Sankarshan is a form of Balaram. И вот Санкаршана, которую он проявляет, это форма Баларамы. Then, devotees, that Sankarshan expands into a further 4 forms. И из этой формы Санкаршаны исходит еще 4 формы. Also called Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. И их также называют Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха. And they are the main deities in the Vaikuntha planets. И они являются основными божествами на планетах Вайкунтхи. And then, well, that Sankarshan is called Mahasankarshan. И вот этого Санкаршана называют Маха Санкаршана. From that Mahasankarshan comes Mahavishnu. И из этого Маха Санкаршаны появляется Махавишну. Mahavishnu, who's he's connected with the material world. Махавишну, он связан с материальным миром. Yeah. Mahavishnu expands as Garbhadakshay Vishnu. Из Махавишну исходит Гарбхадакашая Вишну. Who then expands, who is in every universe. Который распространяет себя в каждую вселенную. And then that Garbhadakshay Vishnu expands as Kshiradakshaya Vishnu. И затем из Гарбхадакашая Вишну исходит Кширадакашая Вишну, Who is in our hearts. который находится в нашем сердце. He's sitting there right now. What? Sertsa Paramanandi. Prabhu. И он смотрит на нас. И он думает, вот что происходит здесь, в Murmansке. Фестиваль. Приходит, да? Происходит. Okay. Yeah. And even he's in every atom. И он также присутствует в каждом атоме.
these are all forms of Lord Balaram. И все это формы Господа Баларамы. Sure. It's just, the mind doesn't have the capacity to really, embrace all of it. И ум не способен охватить все эти концепции. But at least we can get the basic ideas. Но, по крайней мере, мы общее понимание имеем. And it's all based on his desire to serve Krishna. Но все это основано на его желании служить Кришне. Then, devotees, if you thought that was the end of it, И преданные, если вы подумали, что на этом все, Vidojani dumat Ishur ras, e может быть, Ishur mnogo ras, patamushta. He expands also as Anantashesh. из него также исходит Ананташеша. It's a special form. Это особая форма. He is supporting the universes on his heads. Он держит Вселенную на своих клобуках. And at the same time he's chanting the glories of Krishna. И в то же самое время он воспевает славу Господу Кришне. And sometimes he gets really excited about some glories of Krishna. И иногда он увлекается какой-то конкретной историей и славной историей о Кришне. And he starts dancing in ecstasy. И он начинает танцевать в экстазе. And the universes start bouncing. И Вселенная начинает подпрыгивать. And there may be some, dramatic happenings in the universe. И в это время во Вселенных могут происходить различные драматические события. He's also a form of Balarama. Так вот, он тоже форма Баларамы. Let's say, whenever Krishna appears, Balaram appears with him. Каждый раз, когда приходит Кришна, Баларама приходит с ним. Generally, every time, sometimes the Lord just appears very briefly. Практически каждый раз. Иногда Господь приходит на очень короткое время. But when the Lord comes for some time and really has pastimes for some substantial number of years, Но если Господь приходит для того, чтобы явить развернутые игры в течение нескольких лет, then Balaram comes with him. то Баларама приходит вместе с ним. So when Krishna came as Lord Ram, Balaram came as Lakshman. Когда Кришна приходил как Господь Рама, Баларама пришел как Лакшман. When Krishna came as Lord Chaitanya, Balaram came as Lord Nityananda. Когда Кришна пришел как Господь Чайтанья, Баларама пришел как Господь Нитянанда. And there are other appearances where Balaram has also appeared in different ways. И также есть другие аватары, где Господь Баларама проявляется по-разному. Here is an interesting point, devotees. И здесь есть интересный момент, преданные. Слушайте внимательно, пожалуйста. That we know that before Krishna appeared, Balaram appeared. Мы знаем, что до того, как появился Кришна, появился Баларама. Okay, this is the day. Потому что сегодня вот день его явления. And what is it? It's some weeks. What is it? It's not. It's a week. Anyway, it's some days, whatever it is, until Krishna appears. И через несколько дней, где-то порядка недели, придет Кришна. So Balaram appeared, but before he actually appeared, he entered the womb of Devaki. Но перед тем, как Баларама появился на свет, он вошел в чрево Деваки. Then, if you know the story, after some time, he was transferred out of the womb of Devaki into the womb of Rohini. И если вы знаете историю, то вы знаете, что через какое-то время он был перемещен из чрева Деваки в чрево Рахини. And in regards to Devaki, it seemed like she had had a miscarriage. И в отношении Деваки выглядело это так, как прерванная беременность. It was not that. Хотя это было не так. Because the child, Balarama, he was fine.
Потому что с ребенком, с Баларамой, все было в порядке. Yeah, you know, miscarriage means generally the child is dead. Потому что обычно во время прерванной беременности ребенок погибает. But now this child, Balaram, he was fine. He was in the womb of like his regular mother, who is Rohini. Но с Баларамой было все в порядке, он был в чреве своей обычной матери, в чреве Рахини. И поэтому преданные слушатели, есть вопрос хороший. Почему Баларам был в, what's it called? Чреве. Шреве. Девики. Почему он he just didn't go straight into the womb of Rohini? Почему он сразу не пришел в чрево Рахини? Сразу. Что вы думаете? What did Mataji say? Чтобы очистить чрево Деваки после появления там демонических. To clean up Devaki's womb because before there were some demonic personalities. Слышали? It's almost right, but not quite. Ну вот объяснение Маджи Притхи о том, что Господь Баларама должен был очистить чрево Деваки, потому что до того, как туда пришел он, там было несколько демоничных личностей. Оно практически правильно, но не полное. Может быть 50% of... Actually, the reason, and Prabhupada discusses this in the 10th canto, Прабхупада говорит об этом в 10-й песне, that he wanted to make sure that when Krishna came into the womb of Devaki, everything was working properly. Он говорит, что когда он хотел убедиться, что когда Кришна придет в чрево Деваки, что там все работает должным образом. Can you imagine that? The plumbing, santechnica, tugdali, whatever. Что все трубки, каналы работают, So Krishna would be comfortable. чтобы Кришне было комфортно. Потому что он хочет служить Кришне. Серьезно. Он хочет служить. It's practically inconceivable how strong is his desire to serve Krishna. Практически невозможно понять, насколько сильно желание Баларамы служить Кришне. Then he actually appears in all the rasas. И он в действительности появляется во всех расах. He even appears, devotees, in the conjugal rasa. И он проявляется даже в любовной расе. Amazing. He appears as Radharani's younger sister, Ananga Manjari. Он появляется как младшая сестра Шримати Радхарани Ананга Манджари. He himself is in both parental mood and friendly mood. Сам он находится в смешанной родительской расе и дружественной расе. But Subal is a sort of like partial expansion of Balaram in the friendly rasa also. Но Субала также является частичной экспансией Баларамы в настроении дружбы. And of course, in the Shanta rasa, the neutral rasa, we already mentioned many things that he appears as. Говоря о Шанти-расе, мы уже много сказали, много предметов, в которых проявляется Баларама. His house, his clothes, his shoes, and so on. Дом, одежда, обувь и так далее. Right. So Balaram, what a transcendental personality. Таким образом, Баларама является очень трансцендентной личностью. Yeah. Now, время, какая наша программа? Потому что это возможно продолжать завтра. Потому что если мы продолжаем сейчас серьезно, может быть в 9 часов
Утром. Utram. Ну, может быть, да, на этом таком интригующем месте закончим. Потом мы сейчас спектакль, да? Нет спектакль. Арати и потом про сад, да. I see, okay. Okay. Еще один маленький момент. Не очень маленький, но достаточно. Достаточный. Okay. I just want to mention the main pastimes in the Bhagavatam in which Lord Balaram is the prominent person. Я просто хотел сказать о тех играх, которые описаны в Шримад Бхагаватам, где главным действующим лицом является Баларама. Yeah, because generally you read the 10th canto and Krishna, in the great majority of the pastimes, he's just the main person. Потому что обычно, читая 10-ю песнь, главным действующим лицом является Кришна. Okay, Balaram is the main person in the pastime of the killing of Dhenukasura. Но Баларама занимает центральное место в игре убийства Дхенукасуры. Может быть, завтра мы можем говорить об этом. Это очень интересно. He's also the main person in the pastime of the killing of Pralambasura. Он также основное действующее лицо в убийстве Праламбасуры. Then he's the main person in the pastime of the killing of Rukmi. И также он основное действующее лицо в убийстве Рукми. Then Balaram, there's a whole chapter, Balaram visits Vrindavan from Dwaraka. И есть целая глава, посвященная приезду Баларамы во Вриндаван из Двараки. Then he's the main person in the pastime of the killing of Dvivida gorilla. Также он главное действующее лицо в игре убийства Двивиды. Then he's the main person in the pastime of dragging the city of Hastinapur almost into the Yamuna. И он также основное действующее лицо в игре, где город Хастинапур стянули практически в саму Ямуну. Then he's the main person in the pastime of the killing of Romaharshana Sutta. И он основное действующее лицо в убийстве Рамахаршаны Суты. I think those are the pastimes which he is the main person in Srimad Bhagavatam. Вот эти игры описываются в Шримад Бхагаватам, где он основное действующее лицо. Yes. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Rama. Харе Рама. Shri Baladev Ji K. Джай. Shri Baladev Ji K. Джай. Shri Baladev Ji K. Джай. Shri Krishna Balaram K. Джай. Ka Premanande. Харибо. Haribo. Все. Спасибо большое. Пожалуйста. Я вас хорошо.